относительно того, что происходит в мире. Послушайте. В мире, конечно, ситуация сейчас уже принципиально критическая. Русские, давайте я попытаюсь просто некую аналитику без политических там возгласов и так далее. Мы попытались сделать некий карибский кризис light, да, то есть мы попытались, как в 1962 году, чтобы там отказались ребята от Турции и от, так сказать, давления на Кубу. Нас, в общем, не послушали. И они действуют, в общем, достаточно мягкими формулами: экономика, финансы, дипломатия, вот такое удушение. То есть, что происходит сейчас? Великобритания предложила всем странам ЕС отозвать своих дипломатов. Скорее всего, из России. Скорее всего, это произойдет. Посол Евросоюза удаляется. Мы попытались сделать ответный ход. Мы попытались сделать ответный ход. Домой поехал на несколько дней. Мы попытались сделать ответный ход и очень глупо сели в лужу. Российский МИД пригласил послов, и не приехали послы ни Великобритании, ни Германии, ни Франции, и даже Китая, который является нашим союзником. Я сегодня разговаривал с одним из послов ОДКБ, которых сегодня вызвали на 11 часов в МИД, но он тоже не понимает, что им будет рассказывать про Скрипаля. Что это нужно было делать? Это нужно рассказывать не здесь странам, ОДКБ или СНГ или кому-то еще, а ехать туда, в Великобританию, и доказывать там. Северный поток, последнее заявление, которое произошло. Европарламент поддержал предложение Еврокомиссии о том, что правила газового рынка, в который не вписывается «Газпром», и это принято, и фактически крест на Северном потоке-2, а мы сами отказались от транзита по Украине. А то, что у нас сейчас происходит по поводу презумпции виновности России, и уже никто этого не скрывает, и вот такие надуманные провокации по Скрипалю, и после этого заявления по Берлину 36-Москва, вернее, Россия, 2018 чемпионат мира, это будет происходить постоянно. Иными словами, и в том числе кадровые решения, к которым я призываю у нас, а у них проходит. Болтон, который сейчас назначен советником по безопасности в Соединенных Штатах, наделал таких заявлений, хуже, чем Помпео или другие участники, которые были в команде Трампа до настоящего момента. Ястреб, настоящий ястреб. Иными словами, Путину сделать то, что он предложил сейчас, будет практически невозможно. Потому что сейчас еще обрубаются офшорные счета. Латвия, которая приостанавливает действие расчетных счетов россиян. В том числе Латвия принимает решения с сегодняшнего дня относительно антироссийских решений, относительно российских школ и так далее. Мы, очевидно, в кольце врагов. Путин никого не обманывает. И поэтому все, что мы сейчас услышали, это, я считаю, невозможно. Пока он не подаст сигнал всему миру, что он готов договариваться, а не показывать ядерные бомбы с мультфильмом. Теперь вот британские дипломаты, помните, было заявлено заранее, покидают нашу страну. Он, это кстати, вот машет руки руками. Это нормальный ответ на их действия. Правильно. И они же понимали, забрали. Каких мы студентов забрали? Каких мы студентов забрали? Каких мы студентов Я забрали? вам говорю, сегодня разговаривал с человеком, который приехал 2 недели назад. Его забрали. Его забрали. Кто ему позвонил? Лавров? Уезжай. Откуда вы его Давайте информировать. Это административный персонал называется, если вы не в курсе. Так, Я вам говорю, студент, который работал Он может- Давайте будем... Почва такая, что любое обвинение, будь то ВАДА, будь то Савченко обвиняют нас, если вы не в курсе. Конечно. Да, нас. Тимошенко обвинила то, что она заказчик. Обвинение Российской Там все Федерации. друг друга обвиняют. Она обвинила Тимошенко, что он вел переговоры с На Западе то же самое, какая разница? Обвиняли в повороте. политическое дело Украины. Зовут его Джон Болтон. Теперь он с этой ночи советник по национальной безопасности распрекрасного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Я думаю, у США и НАТО есть все причины снабжать Украину оружием. Украинская армия хорошо справляется с сепаратистами, но не факт, что против русских войск у них все пойдет так же гладко. Путин не остановится, пока НАТО не даст ответный сигнал. Не существует никакого ООН. Соединенные Штаты заставляют ООН работать, когда Соединенные Штаты хотят, чтобы... Не меня. Это говорит о том, что Соединенные Штаты Америки, так же как и Китай, готовятся к большому конфликту и выстраивают единую вертикаль системы власти. Если в Китае мы говорили, это бессрочное правление, это авторитаризм вот в таком современном виде, в Соединенных Штатах Америки Трамп выстраивает свою команду в жесткой вертикали. Это не только антироссийский подход. Человек абсолютно в теме всех вопросов. Когда Тиллерсон пришел, человек был из бизнеса, ему приходилось вникать. Этот человек абсолютно в теме и Ближнего Востока, и корейского регулирования, и
давление на Евросоюз, и взаимоотношения с Китаем и так далее. Это означает, что Трамп выбирает риторику давления, риторику торговых войн, и риторику экономического удушения, реформу наращивания военного потенциала, в том числе и космических войск, о которых говорил Трамп. Иными словами, Россия тоже делает примерно то же самое. 77% Путина на этих выборах говорит о том, что он получил карт-бланш для примерно такой же борьбы во всем мире. Мир становится вот на жесткие, скажем так, на жесткие ноги со всех сторон для того, чтобы начать эту большую драку. Повторяю, Что такое жесткие ноги? 2018 год — это год последний год мирной дипломатии. И если мы в этом году его пропустим, так же, как мы пропустили 14, 15, 16 и 17 годы, то в 2019 году все это превратится в военную, откровенно военную риторику. Радикалов в его команде, в его окружении становится действительно очень много. Сейчас, помимо него, там есть еще целый ряд других, начиная от Помпео, всех остальных. Вопрос в том, способен ли он будет сформировать нормальную повестку, согласен с вами, чтобы избежать этого военного противостояния, при том, что его окружают идеологи, которые целенаправленно шли к тому, чтобы сформировать эту повестку.